Андрей с родителями жил в небольшом сибирском рабочем поселке, недалеко от железнодорожной станции. Отец работал путевым обходчиком, а мать– стрелочницей. В общем, рос он в семье железнодорожников. Частенько Андрей бывал с отцом или с матерью на станции, видел проезжающие пассажирские поезда и грузовые составы, и, уже с детства, Андрей мечтал стать машинистом, водить поезда на дальние расстояния, закончил успешно школу. В областном центре поступил в железнодорожный техникум, отучился, получил специальность машиниста, приехал в свой родной поселок и поступил на работу на железнодорожную станцию. Поначалу Андрей работал помощником машиниста, набирался опыта, перегонял старые тепловозы со станции на полустанки, гонял их на ремонт в ангары. Андрей был ответственным, вникающим в свое дело человеком. Быстро и успешно все усваивал на практике, и, уже через год, набравшись навыков и опыта, работал машинистом, руководство назначило его на грузовой локомотив, он уже гонял небольшие товарники с различным грузом по всей области. А через года Андрей уже был опытным машинистом, на больших составах он доставлял грузы на дальние расстояния, в разные регионы Сибири. Время шло, наступила зима, Андрей отправился в очередной рейс. Локомотив набрал обороты и стремительно помчался вперед. Андрей вглядывался вдаль пути, непроизвольно обозревая бескрайние, таежные просторы. Далеко, впереди, Андрей, вдруг, увидел на пути темные точки. Может, показалось, подумал он и на мгновение, отвел взгляд в сторону, потом снова посмотрел вдаль железнодорожного полотна. Андрей вновь посмотрел вперед и уже увидел силуэты, которые были на месте и не двигались. Локомотив стремительно приближался к ним. Присмотревшись повнимательней, Андрей уже отчетливо видел, что это не что иное, как целая стая волков. Они стояли намертво на путях и не двигались с места. Их взор был обращен к приближающемуся составу, и тут они, протяжно и громко, в один голос, завыли, будто предостерегая от какой-то беды. Андрей и помощник пришли в изумление, что это, в чем дело, почему волки на пути и так жутко воют. Обеспокоенно подумали они, не зная, что дальше предпринять. Но было одно ясно – двигаться дальше, вперед, было просто невозможно. Волки преградили путь. Андрей по экстренной связи передал, что на железной дороге помеха и дальше двигаться нельзя, ему дали добро. Расстояние все сокращалось и сокращалось, до стаи волков оставалось уже чуть больше километра. Андрей стал снижать скорость локомотива и метров за 100 до стаи волков. Состав остановился, волки, в этот момент, перестали выть. Присмотревшись повнимательнее из кабины тепловоза, Андрей просто обомлел от увиденного. На путях лежал мужчина, а волки, окружив его, просто стояли и не двигались, глядя то на мужчину, то на поезд. Матерый волк внимательно посмотрел в сторону состава, как бы доверяя этого мужчину-машинисту, затем подошел к лежащему мужчине, лизнул его в лицо, потом рыкнул на стаю, и волки, следуя за ним, удалились в лесную чащу. Андрей и помощник увидели, что мужчина задвигался, но почему-то не мог встать на пути. Они поняли, что с ним что-то случилось, хоть и не по правилам, но пришлось оставить помощника, а самому отправиться к мужчине. Андрей оторопел, когда увидел, что он был пристегнут наручниками к рельсам. Это был местный егерь Иван Степанович. Он, конечно, был рад машинисту и все ему рассказал, как он тут оказался и кто с ним совершил такой зловещий поступок.